Крушение линейного крейсера Королевского флота HMS Hood. Корабль Hood – последний линейный крейсер военно-морских сил Великобритании. Назван в честь британского адмирала XVIII-XIX веков Сэмюэла Гуда. Корабль заложен 1 сентября 1916 года. 22 августа 1918 года корабль был спущен на воду в присутствии вдовы контр-адмирала Горация Гуда, потомка адмирала Сэмюэля Гуда, и вступил в строй в мае 1920 года. Корабль имел два внутренних вертикальных киля в днищевой плоскости. Корпус разделяли водонепроницаемые переборки на 25 отсеков. Все поперечные переборки доходили до верхней палубы. Двойное дно простиралось на 218 метров. Форштевень яхтенной формы. Котельные и турбинные отделения занимали 90 метров в средней части корабля. На корабле установлено 8 орудий калибра 381 мм в двухпушечных башенных установках. Боекомплект – 640 снарядов. Башни главного калибра имели форму многогранника, 12 скорострельных пушек калибра 140 мм. 4 зенитные пушки 102 мм. Пушки ручной зарядки и наведения скорострельностью 9-12 выстрелов в минуту, достижимость по длине 8700 метров. Боекомплект – 200 снарядов на ствол. Корабль Hood участвовал во многих учениях, с показом флага между его вводом в строй в 1920 году и началом войны в 1939 году, включая учения в Средиземном море. С ноября 1923 года по сентябрь 1924 год Hood вместе с крейсером Repulse и Даная совершил кругосветное плавание, пройдя более 40 тысяч миль. За время этого похода Hood посетили более 750 тысяч человек. Корабль посетил Южную Африку, Индию, Австралию, Новую Зеландию, Канаду и некоторые более мелкие колонии и зависимые территории, а также Соединенные Штаты. Он был прикреплен на Средиземноморский флот после начала Второй Итало-Эфиопской войны в 1935 году. Когда в следующем году разразилась гражданская война в Испании, Hood был официально назначен на Средиземноморский флот, пока ему не пришлось вернуться в Великобританию в 1939 году для капитального ремонта. К этому времени достижения в области морской артиллерии сократились. В 1941 году планировалось провести капитальный ремонт, чтобы исправить эти проблемы, но начало Второй мировой войны в сентябре 1939 года оставило корабль в эксплуатации без модернизации. Когда была объявлена война с Германией, Hood действовал в районе вокруг Исландии, и следующие несколько месяцев он провел в охоте на немецких торговых рейдеров и прорывателей блокады между Исландией и Норвежским морем. После краткого ремонта двигательной установки он стал флагманом Force H и участвовал в уничтожении французского флота в Мерс-эль-Кёбере. Вскоре после этого Hood был переведен на флот Метрополии и отправлен в Скапа-Флоу, и действовал в этом районе в качестве эскорта-конвоя, а затем в качестве защиты от потенциального немецкого флота вторжения. 19 апреля 1941 года, когда Адмиралтейство получило ложное сообщение о том, что немецкий линкор «Бисмарк» отплыл из Германии. После этого он патрулировал Северную Атлантику, а 6 мая вошел в Скапа-Флоу. Когда «Бисмарк» отплыл в Атлантику в мае 1941 года, Hood под флагом вице-адмирала Ланселота Холланда вместе с недавно введенным в строй линкором «Принц Уэльский» был отправлен в погоню вместе с несколькими другими группами британских крупных кораблей для перехвата немецких кораблей, прежде чем они смогли прорваться в Атлантику и атаковать конвой союзников. Немецкие корабли были замечены двумя британскими тяжелыми крейсерами Норфолк и Саффолк 23 мая.
а корабли Голландии перехватили Бисмарк и ее консорт, тяжелый крейсер «Принц Ойген», в Датском проливе между Гренландией и Исландией 24 мая. Британская эскадра заметила немцев в 5 часов 37 минут, но немцы уже знали об их присутствии. Гидрофоны «Принца Ойгена» заранее зафиксировали звуки высокоскоростных винтов к юго-востоку от них. Британцы открыли огонь в 5 часов 52 минуты, когда Худ вступил в бой с «Принцем Ойгеном», главным кораблем немецкого соединения, а немцы открыли ответный огонь в 5 часов 55 минут, оба корабля сосредоточились на Худ. «Принц Ойген» был, вероятно, первым кораблем, который забил, когда снаряд попал в Худ по шлюпочной палубе между его трубами, и вспыхнул большой пожар среди готовых боеприпасов для зенитных орудий, реактивных снарядов и установок. Незадолго до 6 часов, когда Худ поворачивал на 20 градусов влево, чтобы демаскировать свои задние башни, он снова был поражен в шлюпочную палубу одним или несколькими снарядами из 5-го залпа Бисмарка, выпущенного с дальности примерно 16 650 метров. Снаряд от этого залпа, по-видимому, попал в топку, так как шлюпочная палуба была засыпана частями тел и обломками. Огромная струя пламени вырвалась из Худ в районе грот-мачты, после чего последовал разрушительный взрыв магазина, уничтоживший кормовую часть корабля. Этот взрыв сломал хребет Худ, и последним зрелищем корабля, затонувшего всего за 3 минуты, был его нос, почти вертикально стоящий в воде. На борту находилось 1418 человек. Выжили только 3: рядовой сигнальщик Тед Брикс, матрос Роберт Тилберн и мичман Уильям Джон Дандас. Все 3 были спасены примерно через 2 часа эсминцем «Электро». Были проведены 2 расследования причин быстрой гибели корабля. Первый, проведенный вскоре после гибели корабля, пришел к выводу, что кормовой магазин Худ взорвался после того, как один из снарядов Бисмарка пробил броню корабля. Второе расследование было проведено после жалоб на то, что первая комиссия не рассмотрела альтернативные объяснения, такие как взрыв торпед корабля. Он был более тщательным, чем первая комиссия, но совпадал с выводами первой комиссии. Несмотря на официальные объяснения, одни историки продолжали считать, что причиной гибели корабля стали торпеды, а другие предполагали случайный взрыв внутри одной из орудийных башен корабля. Другие историки сосредоточились на причине взрыва магазина. Обнаружение обломков корабля в 2001 году подтвердило заключение обеих комиссий, хотя точная причина взрыва магазинов, вероятно, останется неизвестной, поскольку эта часть корабля была уничтожена взрывом. 7 августа 2015 года колокол Худ был извлечен из места затопления корабля. Королевская принцесса Анна представила колокол Худ в музее 24 мая 2016 года к 75-летию битвы в Датском проливе. В полдень в колокол прозвонили 8 раз на поминальной службе, на которой присутствовали потомки членов экипажа, погибших в бою, прежде чем он был помещен в экспозицию музея, посвященную Ютландской битве. Некоторые реликвии со времен затопления Худ все еще существуют. Большой фрагмент деревянного транса одной из лодок Худ был выброшен волной в Норвегию после ее потери и хранится в Национальном морском музее в Лондоне. Металлический контейнер с административными документами был обнаружен выброшенным на берег норвежского острова Сенья в апреле 1942 года, почти через год после битвы в Датском проливе. Контейнер и его содержимое впоследствии были утеряны, но его крышка уцелела и в конечном итоге была передана береговому учреждению Королевского флота HMS Centurion в 1981 году.